хорошо, новая статистика по украинским беженцам подъехала, свежая, за февраль 2026 года. Эту статистику собирает официальное, да, Центральное статистическое бюро Ирландии, CSO. Оно регулярно, это уже 18 да, отчет по украинским беженцам. И что там интересного, ребята? Интересно там, ну, мне самое печальное, не то что печально, да, досадно, что люди все-таки не хотят рассчитывать на себя. Я понимаю, что многие меня смотрят, которые живут по программе ARP, которые живут во временном, да, жилье от государства. Вот сейчас в Ирландии проживает 84 тысячи украинцев. Всего приехало в Ирландию 121 тысяча. То есть это приехала 121 тысяча и получила довременную защиту, PPS, но потом уехала. То есть в данный момент в Ирландии проживает 84 тысячи украинцев, украинских беженцев по временной защите, то есть temporary protection. И что меня удивляет, что когда я смотрел до этого статистику, в принципе, она не изменилась, глобально не изменилась. Люди все-таки рассчитывают на государство, люди все-таки до талого, до последнего хотят пользоваться плюшками, да, и какой-то выгодой от государства, и максимально не хотят все-таки переходить снимать жилье самим. Вот как ни крути, вот этот пункт мне непонятен. Хотя пункт по тому, сколько людей работает, он растет. То есть люди зарабатывают деньги, но все равно хотят их, да, не тратить на аренду. Но потом, когда программы отменятся, ну как вы будете искать жилье? Вы понимаете, потом просто будет не то что бум, будет бабах просто, ядерный взрыв, ядерный гриб будет. Ну, это ваше, конечно, дело. Я озвучиваю статистику, ребята. То есть сейчас 84 тысячи украинцев, из них 43 тысячи проживают по программе ARP. 43 тысячи. Дальше. 24 тысячи проживает во временном жилье от государства. Хостелы, отели, гостевые дома и все остальное. Как мы знаем, 16 тысяч из этих людей, начиная с августа, начнут выселять. Как мы знаем, программа ARP с сентября будет снижена до 400 евро, а потом в марте 2027 года она не будет уже продлена дальше. И вот, мои любые друзья, мои любимые соотечественники, украинцы, почему вы не ищете себе жилье? Почему вы не стараетесь, пока еще шапка не горит, да, и жареный петух не клюет в дудку, можно же сейчас подсуетиться и найти себе жилье? Кто-то скажет, долго, невозможно. Все возможно. Просто нужно немножко поднатужиться и прекращать уже рассчитывать только на государство. Оно уже прямым текстом говорит, мы вас, возможно, оставим, но только тех, кто будет сам себя обеспечивать. Вот эта статистика меня больше всего огорчила просто. Я просто не понимаю. То есть, и вот это, если мы прибавим 43, да, плюс 24, то мы получим вот эту вот, да, сумму людей, которая живет по факту на программах и не то что полностью за счет государства, но в большей мере за деньги государства. Понятно, что по ARP там большие доплаты уже делают люди давным-давно, но сам факт, что это не аренда, вы понимаете? И в любой момент лендлорд скажет вам, давайте, ребята, все, до свидания. А если у вас будет контракт, если вы будете платить за себя сами, тем более, если там у лендлорда он зарегистрирован в РНБ, да, вот этой специальной структуре, которая защищает и арендодателей, и тех, кто снимает, и кто сдает жилье, да, то есть вот это будет по-настоящему, вы зацепитесь, и у вас ваши права будут соблюдены. И вот этот остаток, да, то есть можно прибавить, да, получается у нас 43 тысячи, да, плюс 24, это у нас получится 67 тысяч. 67 тысяч украинцев живет по программам в той или иной мере, да, за счет государства и не хочет как бы пока никуда двигаться, не знаю почему. Остальные, получается, у нас сколько это, 17 тысяч снимают сами. Обратно же это как снимают сами? Это дети, да, то есть если, например, мы семья из 4 человек, да, то 2 взрослых, я понимаю, а деток же как бы, ну, они учитываются, да, но по факту они же не работают и не платят, да, лично сами за аренду. То есть вы вдумаете, что 17 тысяч всего лишь людей, украинских беженцев, живет в арендованном жилье за свой счет. Все остальные либо программа ARP,
либо временное жилье от государства. Что еще интересно? Интересно то, что 29 тысяч украинцев работает. Средняя зарплата 540 либо 550 евро в неделю. Честно, я цифры слишком углубляться не будет. Я ссылочку оставлю, если вы смотрите меня на YouTube канале. Если в ТикТоке, то приходите на YouTube канал «Моя ситуация». Там будет ссылочка на вот это, да, вот эту статистику, на вот этот собранные данные за февраль 2026 года. Там больше, вот кто работает, да, большинство, 52% сказали, что проблема у них в языке. Большая часть украинцев прошла через, да, Интрео, различные курсы, подготовки, туда-сюда. То есть украинцы не сидят на месте, они делают, они соблюдают рекомендации, которые им, да, дает Интрео и, в общем, Ирландия, да, как государство. Ну, 29 тысяч все-таки говорит о многом. Еще раз говорю, мы не учитываем инвалидов, пенсионеров и детей. А детей тут достаточно, да, то есть, в общем, из совокупного процентного соотношения, то там 20%, да, это дети до 18 лет. То есть 20% это, ну, из 84 тысяч это весомая, да, весомая такая сумма. И вот 29 тысяч работает. Если прибавить детей, да, жену, да, часто, возможно, только один работает человек, то получается там где-то в общем и целом сами себя обеспечивают, ну, больше половины. Больше половины, то есть в процентном соотношении, там, 60% так точно уже не зависит от государства. Не зависит от государства. Ну, видите, в чем парадокс? Но все равно живем по программе ARP. Вот что. Но потом, когда придет лендлорд и гонит вам прайс, вы же понимаете, те, кто сейчас, ну вот лендлорд сейчас получает 600, да, и многие еще доплачивают 1000 плюс. Есть то 1000, то 800 сверху. Вы понимаете, что вот это вот сверху, что вы доплачиваете, плюс ARP, прибавите, и вы поймете, что эта сумма, эта цена будет аренды вашего жилья. То есть по факту потом, когда вам даже лендлорд, возможно, позволит остаться, сумма будет там 1600, 1700. То есть до 2000 евро у вас потом будет аренда. Вы сразу должны наперед понимать, вы потянете это или нет. То есть вот такие дела, такая статистика. Я сказал только главные тезисы, которые меня касались. Там гендерные, да, распределения. Сколько мужчин, столько женщин, туда-сюда. У кого, сколько украинцев приехали с высшим образованием, там 8 тысяч, у тех, у кого там квалификация 7+, да, по вот этим рейтингам, да, Ирландии и так далее. Там куча всего, то есть там все, в каком каунте больше живут украинцев, в каком меньше, в какой школе больше украинцев. То есть вы поняли, там полностью 18 тысяч украинских детей ходят в школу здесь, или 17, там, могу ошибиться. То есть там все подробно. Но я сказал главное. Главное это сколько работает, какая зарплата, да, всех интересует, и сколько людей пользуются еще программами от государства. Все, это, мне кажется, главное, что нужно знать. Понимаю, что затянул видео, много воды. Меня, потому что та статистика, которая была до этого, 17-я, да, там, или 16-я, не помню, какую я смотрел, там, в принципе, те же самые цифры были по тому, сколько людей живет, да, по программам. Мне кажется, даже по программе ARP стало больше людей, потому что тогда было вроде бы либо 40 тысяч, либо 41, сейчас уже 43. То есть, ну, я не понимаю, что происходит. Временную защиту, возможно, продлят до 28 года. Ну, программу-то ARP уже не продлят. Уже, наверное, ее закончат. И, как бы, ну, лучше самому снимать себе жилье и быть независимым человеком. Чтобы потом не было такого, что будете кричать, снимать видео, что Ирландия не такая, выгоняет, как так, на улицу. Ребята, ну, надо же понимать, что уже идет 5-й год войны, и многие, да, из украинцев уже живут в Ирландии 5-й год. За 5 лет, за 3, за 4, даже за 2 можно как-то самореализоваться, хоть немножко как-то. Такая статистика, короче. Ну что, ваше мнение в комментариях, лайк, подписка. И делитесь этим видео с остальными, чтобы люди тоже посмотрели, почитали. Обратно же, кому интересно, ссылочка на эту статистику в полном объеме будет на моем ютубе «Моя ситуация». Заходите, подписывайтесь, не стесняемся. На связи, держу в курсе.